Всем привет! Вы на канале Рафия Стайл. Меня зовут Катя Терельсон, и с сегодняшнего дня все мои ролики будут выходить вот в таком формате. То есть все свои видео, уроки и мастер-классы я буду презентовать лицом. Надеюсь, такой формат вам больше понравится. Знаю, что длинные вступления очень раздражают, постараюсь сильно не затягивать. Хочу лишь напомнить, что мы здесь с вами на канале вяжем крючком из рафии. И я делюсь здесь с вами своим опытом, какими-то нюансами, лайфхаками и идеями по вязанию именно из рафии. Здесь на канале вы найдете очень много интересного и полезного контента, различные техники вязания и, как я уже сказала, мастер-классы по вязанию различных изделий. Летом мы, как правило, вяжем с вами шляпки и сумочки, ну а зимой я предпочитаю вязать из рафии новогодний декор, а точнее елочные игрушки. Я понимаю, что Новый год тема уже практически ни для кого не актуальная, уже вовсю все вяжут разные сердечки и готовятся к Дню Святого Валентина. Но для меня Новый год еще не закончен, тем более, что сегодня на календаре у нас старый Новый год, с чем я вас всех и поздравляю, собственно. И я хотела бы вместе с вами сегодня связать игрушку, которую я забыла, точнее не успела связать перед Новым годом. Эта игрушка должна была висеть на елочке сильно давно, как символ Нового года, но у меня, к сожалению, руки до нее дошли только сейчас, а точнее пару дней назад, уже через неделю, практически после наступления 26-го. Но в любом случае эта игрушка будет актуальна в течение всего года. Вы сможете повесить ее на елочку, если вы еще ее не убрали, как и я. Моя, кстати, елочка планирует жить, кажется, до 8 марта. И на ней в этом году, если вы обратили внимание, висят только мои связанные елочные игрушки из рафии. Не знаю, насколько вам видно, потому что я камеру купила совсем на днях и не совсем понимаю фокусное расстояние. Видны мои игрушки на елке или нет. Надеюсь, что видны, но я в любом случае увижу это только при монтаже. Итак, вернемся к игрушке, которую мы будем с вами вязать. Наверное, вы уже догадались. Как я уже сказала, эту игрушку можно будет повесить на елочку и затем в течение года носить ее в качестве модного обвеса на сумочку. Так как из рафии, так и из любого другого материала. Я думаю, что вы уже все, конечно же, догадались, про что идет речь. А речь идет, конечно же, про лошадку. Она у меня, конечно, получилась не огненная. Вязала ее из остатков пряжи. И я связала уже не одну, а целых 3 таких лошадки. Сейчас попробую показать вам поближе их в камеру. Надеюсь, они будут у вас в фокусе. Сейчас проверим. Ну вот, практически в фокусе. Видите, они у меня абсолютно все разные, несмотря на то, что вязала я их по одним и тем же расчетам. В общем, все. Больше не буду тянуть резину, предлагаю приступить непосредственно к вязанию, и в процессе я вам уже расскажу и покажу подробно, как связать лошадки разных размеров, и чтобы они были не похожи друг на друга, как сделать им разный декор. Итак, приступим к вязанию. Я вязала эти лошадки из рафии Испи. Всего мне понадобилось около 30 метров. Плюс-минус, в зависимости от вашей плотности вязания, вам понадобится 30 метров рафии Испи. Вы также можете попробовать связать такие лошадки абсолютно из любой пряжи. И чтобы попасть в размер, у меня это 13 и где-то 10-11 сантиметров, соответственно. Вам необходимо подобрать пряжу для вязания крючком где-то 2,5-3 миллиметра. То есть толщина пряжи должна укладываться в крючок 2,5 либо же 3 миллиметра. Я вязала свои лошадки крючком 2,5 миллиметра. Обе лошадки вяжутся по одинаковым расчетам. Разница заключается лишь в технике вязания. То есть эту лошадку побольше я вязала обычными столбиками без накида, провязывая столбики под вершинкой столбиков предыдущего ряда. Лошадку поменьше я вязала столбиками без накида, практически в раскол, но не в раскол, провязывая столбики под вершинку столбиков предыдущего ряда и за заднюю перемычку столбиков. Это как бы основное отличие, и еще пару деталей я вам покажу в процессе вязания лошадки. Мне больше понравилось связать вот таким способом, то есть в раскол. Во-первых, потому что получается более
плотное, скажем так, полотно, да, и столбики не просвечиваются. Здесь оно более рыхлое, и при наполнении лошадки каким-нибудь синтепоном, либо еще каким-либо материалом, есть шанс, что он будет просвечиваться. Здесь я заполняла лошадку одну и вторую обрезками рафии, поэтому в целом не очень видно, потому что обрезки практически в цвет основного полотна лошадок. Но вы экспериментируете, пробуйте, как вам больше понравится, как вам легче. Новичкам я, конечно же, рекомендую вязать обычными столбиками без накида. Мастерицам, которые имеют уже достаточный опыт вязания, вы можете попробовать связать лошадку именно вот таким вот способом. Я под камеру буду вязать лошадку вот таким способом в раскол. В процессе вязания лошадки нам необходимо будет 3 раза начинать вязание новой нитью. Сначала мы вывязываем головку лошадки, начиная с мордочки. В конце вязания мы ниточку отрезаем и прячем. Затем мы вывязываем шею лошадки, ее тело и одну ножку. И затем уже отдельной нитью вяжем еще одну ножку и соединяем затем между собой обе части лошадки. И в процессе вязания нам необходимо будет наполнять лошадку постепенно каким-либо наполнителем. У меня это, как я уже сказала, обрезки рафии. Итак, приступаем к вязанию и начинаем вязание с мордочки. Для вязания елочных игрушек я рекомендую брать оттенки пряжи посветлее, чтобы игрушка готовая не терялась на фоне темной елочки. Поэтому я буду вязать свою лошадку, третью уже, в цвете орех. Это у меня связано в цвете хаки, это связано в цвете белый дуб. Это у меня будет ореховая. Начинаем мы вязать, провязывая скользящую петлю 5 столбиков без накида. Начинаем вязать с обычной петельки, которую мы провязываем воздушной петлей. Подтягиваем аккуратненько и провязываем в кольцо 5 столбиков. Раз, 2, 3, 4 и 5. Теперь мы кольцо затягиваем и аккуратно распределяем столбики вокруг кольца. То есть их должно быть 5. Провязали 5 столбиков, все поправили. И теперь по спирали вяжем следующий второй ряд. Во втором ряду нам необходимо провязать в каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика без накида. То есть сделать 5 прибавок. И начиная с следующего ряда я уже буду вязать столбики как бы в раскол, но не в раскол. То есть я буду вставлять крючок под вершинку столбика, да, и под его перемычку. При вязании в раскол полностью мы крючок вставляем как бы в центр, да, и как бы в центр задней галочки, вот так. В данном случае мы этого делать не будем, мы будем вязать просто под перемычку. Сзади как бы крючок должен попадать с обратной стороны, сбоку от вот этой вот галочки. Если все-таки хотите вязать лошадку побольше, попроще, то вяжем просто под вершинку столбика. Итак, я вяжу первый столбик. Сюда же вяжу сразу же второй. И на этом этапе вешаем маркер за первый столбик, да, для того, чтобы обозначить начало ряда, чтобы дальше не запутаться. Далее опять под вершинку и под перемычку я вяжу третий столбик. Раз. И сюда же 2. Далее под следующую вершинку и под перемычку еще 2 столбика. Раз и 2. Затем еще 2. Раз и 2. И
последние 2. Раз и 2. Пересчитываем, должно получиться 10 вершинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вытягиваем петельку подлиннее, достаем маркер и выворачиваем изделие на лицевую сторону. Аккуратно стараемся не растягивать вершинки столбиков. Кольцо мы подтягиваем еще раз хорошо. И теперь мы вяжем 3-й ряд. В 3-м ряду мы сделаем 2 прибавки, и в конце у нас должно будет получиться 12 столбиков. То есть вот у нас первый столбик, вот у нас первая вершинка. Мы провяжем сейчас 5 столбиков без прибавок, и в 6-й столбик мы сделаем прибавку. То есть опять мы вяжем под вершинку, да, и под перемычку. То есть я свои изделия в раскол все вяжу именно таким способом. Тогда ряды в процессе вязания по спирали, по кругу не косят, а столбик получается один над одним. То есть провязала первый столбик. Сразу вешаю сюда маркер. И далее вяжу еще 4 столбика, и в 6-й буду делать прибавку. То есть раз, под перемычку, 2. Сразу стараемся делать форму мордочки, чтобы она у нас не была широкая и столбики не растягивались, вершинки точнее. Сразу 3-й вяжем. Далее вяжем 4-й. 4 провязали, я вам вначале неправильно сказала, мы провязываем первую прибавку в 5-й столбик. То есть у нас всего 10 столбиков, мы вяжем прибавку в 5-й и в 10-й. То есть 1, 2, 3, 4 провязали, вяжем прибавку опять-таки под вершинку и под перемычку. 1, 2. И затем еще 4 столбика, и в крайний и в последний столбик провяжем прибавку. Раз. Два. 3. 4. И 5. Прибавку вяжем сюда. 1 столбик и 2. Всё, провязали. Сразу можно на этом этапе отпарить связанную часть, посмотреть, что получается. И далее мы провязываем по кругу, опять по спирали, 12 столбиков без прибавок. То есть на данном этапе у нас получилось 12 столбиков. И я сейчас за кадром провяжу 4-й ряд по спирали без прибавок. Опять-таки не забываем, если вы вяжете в раскол, то не забываем сзади захватывать перемычки. Провяжу сейчас за кадром этот ряд и далее покажу, что будем делать. Итак, я провязала до конца 4-го ряда. В 5-м ряду мы вяжем 8 столбиков и 4 воздушные петли. То есть мы сейчас делаем отверстие для дальнейшего вывязывания шеи. Нам нужно сейчас вывязать вот тут дырочку такую, да, в голове, из которой будем потом вязать столбики, да, для шеи, и дальше уже будем вывязывать из шеи тело. То есть провязываем первый столбик.
Вешаем маркер. Далее вяжем еще 7 столбиков. На 8 столбиков провязали. Теперь над вот этими последними 4 столбиками мы вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И сразу начинаем вязать уже 6-й ряд. Так, 1, 2, 3, 4. Вот сюда вставляем крючок. Опять-таки не забываем, что мы вяжем все столбики под вершинку и под перемычку. Все, это у нас первый столбик уже 6-го ряда. Вешаем маркер, хотя можете, в принципе, здесь маркер не вешать, и так понятно. То есть это у нас первый столбик. Мы теперь вяжем по кругу до цепочки воздушных петель еще 7 столбиков, да, без прибавок. И затем провяжем 4 столбика уже под воздушные петли нашей цепочки. То есть будем вязать столбики вверх по 2 полупетли. 1 провязали первый, провязали второй, 8. И далее вяжем 1, 2, 2 петельки захватываем, провязываем столбик 1, 2 петельки захватываем 1 и 2, провязываем столбик 2, затем еще 1 и 2, провязываем 3 столбик и 4. Все, мы закончили таким образом 1, 2, 3, 4, 5, 6 ряд. Далее начинаем вязать 7-й ряд, и мы вяжем 7-й ряд 12 столбиков без прибавок и убавок. То есть начинаем с первого столбика. Так, не забываем про перемычку в моем случае, если вы вяжете тоже в раскол. 1, сразу вешаем здесь маркер. И далее по кругу вяжем без прибавок. И затем уже в 8-м ряду покажу, как будем делать убавки. Так, провязала 7 рядов. И в 8-м ряду мы уже делаем убавки. Я, поскольку вяжу в раскол, я буду делать убавки следующим образом. То есть, как я и вязала, под вершинки и под перемычки. То есть, провязала 1 петлю, 2 петлю, под 2 столбик, 3 петли на крючке, провязала в 1. Если вы вяжете обычными столбиками без накида, то вы можете упростить себе задачу и делать убавки следующим образом. Вставляем крючок под 1 полупетлю переднюю столбика, под 2 провязываем петельку, провязываем столбик. Таким образом сделали убавку. Далее опять под 1 петельку крючок, под 2 петельку крючок. Вытянули, протянули, провязали убавку. Опять под 1 петлю, под 2 вытянули крючок, вытянули петельку на крючок, провязали убавку. И вот таким вот образом у вас будет выглядеть полотно. И затем опять-таки за передние полупетельки вы потом стянете все 5 петель, затянете здесь ниточку и спрячете ее внутри полотна. Ну, поскольку я вяжу по-другому, я буду вязать убавки таким образом, чтобы у меня и задние полупетли тоже захватывались для плотности. 1, 2 и провязали убавку. Затем следующий столбик 1. Так, надо смотреть аккуратно, чтобы не получилось в раскол совсем полностью сзади в галочку, а только под
перемычку. Раз, два, провязали. Так, длинную петлю я вытянула первую. Раз, два, провязали. Опять. Раз, два, провязали. Так, и мне осталось еще... Так, я сказала 5 убавок. Мы делаем 6 убавок. У нас же 12 петель было. Я в любом случае все расчеты оставлю в описании, поэтому ориентируйтесь на расчеты, потому что я могу тут в процессе вязания заговариваться. Так, раз, два, 3 убавки провязали. Вяжем 4-ю. Вяжем 5-ю. Раз. Два. И последнюю. Раз. И 2. Так, закончили. И теперь отрезаем ниточку, вытягиваем эту ниточку из верхней петельки, из вершинки. И, как я уже говорила, если вы делали убавки так, как делала я здесь при вязании обычных столбиков, то есть за первую полупетлю, да, тогда мы, собственно, за первую петлю точно так же протягиваем ниточку через одну, затем вторую, третью и так по кругу. Я буду делать это обычным образом по 2 полупетли вершинки. То есть раз стянула под вершинку, вторую еще раз стянула, затем так, хвостик мне этот мешает. Затем под следующую вершинку еще раз, под 4-ю, затем под 5-ю, и под 6-ю петельку. И можно опять вернуть эту ниточку опять под первую вершинку столбика, первую прибавку. Все, теперь это все дело хорошо мы подтягиваем. Эту ниточку мы прям хвостик через центр как-то заправляем вовнутрь полотна. И, собственно, тут ее внутри, эту ниточку мы и оставляем. Хорошо, сейчас это все отпариваем, затягиваем, поправляем и набиваем далее наполнителем. Вот такая вот история должна в итоге получиться. Вот такая вот аккуратненькая вершинка, да. То есть вот так это выглядеть будет вот таким вот образом. И теперь из этой дырочки будем вязать шею. Но предварительно я набью эту голову рафией. Вы можете любым наполнителем набивать. Сильно плотно не набиваем, чтобы не была лошадка тяжелая, скажем так, деревянная, да. Прям пинцетом это очень удобно делать. У нас затем тут все дырочки закроются гривой. Мы еще свяжем лошадки. Вот тут вот ушки, и не будет ничего видно.
Все, главное нам вот эти вот стороны набить с одной стороны и с другой стороны. Тут пока много не допихиваем рафии на этом этапе, потому что не будет неудобно вязать шею. Все. И теперь переходим к вывязыванию шеи. Для шеи нам по окружности вот этого вот отверстия необходимо набрать ряд столбиков без накида. Мы будем начинать наши столбики вот с этих вот петелек воздушных. То есть у нас 1, 2, 3, 4 петельки. Мы должны провязать сюда 1 столбик, по 2 столбика вот в эти петельки и 1 столбик вот сюда. Затем по 1 столбику за вот эти вот боковые перемычки и 4 столбика, 1, 2, 3, 4 нужно провязать с этой стороны. Итого у нас должно получиться в первом ряду шеи 12 столбиков без накида. Итак, начинаем вязать. Вставляем крючок под петельку нашей воздушной петли, одну из 4. Вытягиваем петельку и провязываем. И подтягиваем. И сюда же мы вяжем столбик без накида. Провязали. Хвостик заправляем вовнутрь и вяжем под следующую петельку. Так, мне это делать все мешает. Вяжем 2 столбика. 1 сюда под следующую петельку. Затем еще 2 столбика под следующую петельку. 1 и 2. И 6 столбик вяжем 4 петельку. Она у нас вот в углу получилась, видите? Провязали. Все, 6 столбиков у нас провязано на этой стороне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее нам нужно перейти на вот эту сторону. Как мы это делаем? Вставляем крючок под вершин, под 2 петельки. Вытягиваем 1 петлю. Далее вставляем в угол сюда, да, то есть в основание вот этого столбика. 2 петлю вытягиваем и провязываем 3 петли на крючке в 1. Таким образом мы провязали как бы боковой столбик. Чтобы у нас не было лишних дырочек, мы провязали петельку вот сюда одну в угол. И теперь вяжем 4 столбика с этой стороны. Вяжем их опять-таки под вершинку и под перемычку. 1. Провязали. Опять под вершинку и под перемычку. С этой стороны следующий столбик. 2. Опять под вершинку и под перемычку. 3. И 4. Провязали. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И теперь вяжем еще последний столбик в ряду из 2 петелек. То есть вставляем крючок вот сюда в уголок, да? Вытягиваем 1 петельку и за вот эти 2 петельки боковой перемычки, да, столбика без накида, вытягиваем 2 петельку и провязываем 2 петли в 1.
Итого у нас в первом ряду шеи должно быть провязано 12 столбиков. 6 с одной стороны, 4 с другой стороны и по одному столбику по бокам нашей вот этой шеи. Во втором ряду шеи нам нужно сделать 2 прибавки. С одной стороны, да, шеи и с другой стороны шеи. Я это делала следующим образом. Я далее по спирали начинаю вязать второй ряд. Опять-таки под вершинку и под перемычку. Да. Вершинка, перемычка. Провязываю первый столбик, вешаю сюда маркер, затем вяжу второй столбик, третий столбик, и в четвертый вяжу прибавку. Раз и два. Затем вяжу 5 столбиков без прибавок. Раз, два. Скачал маркер у меня. Третий столбик мы вяжем после прибавки, захватывая 2 эти петельки и сзади захватываю перемычку. Вот таким вот образом. Третий провязали, четвертый и пятый. И вяжем прибавку. Раз столбик и 2 столбика. И раз, 2 столбика до конца ряда. Раз и раз, 2. Вот перемычку. Не знаю, видно вам, как я это делаю, вот так. Столбик. Пересчитываем, должно получиться 14 столбиков. И третий ряд шеи мы провяжем по спирали опять без прибавок. Далее уже будем вязать тело. Сейчас провяжу ряд за кадром без прибавок и далее покажу, что будем делать. Так, я закончила вязать полностью шею. Уже на этом этапе отпарила полотно и теперь переходим к вязанию тела. Первый ряд тела вяжем следующим образом. Опять мы продолжаем вязать по спирали. Вяжем первый столбик. Вешаем маркер. Вяжем еще 3. Раз. Вершинку, перемычку. 3. Да. Раз, два, 3 и 4. Вяжем. Провязали 4 столбика. Далее вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5. То есть мы начали вязать уже вот эту часть. Это спинка лошадки. Да? Вот это. Провязали 5 воздушных петель. Далее пропускаем одну воздушную петлю и в обратном направлении вяжем 4 столбика без накида. Раз. Два. 3.
и 4. Провязали 4 столбика и возвращаемся опять, да, на нашу окружность шеи. То есть мы провязали 4 и нужно еще провязать 10 столбиков до конца ряда. И чтобы у нас тут не получалось лишних дырочек, мы опять вяжем следующим образом. Мы провязываем петельку сюда, одну, вторую петельку в основание, да, нашего вот этого 4-го столбика, и 3-й столбик мы провязываем уже непосредственно под вершинку и под перемычку следующего столбика. Провязали 3 петли и вытягиваем через 4 петельки на крючок. Таким образом провязывает как бы первый столбик, да, уже после спинки. То есть мы провязали 1, 2, 3, 4 столбика, да, вот сюда как бы провязали 5-й, и еще осталось нам провязать 9 столбиков. То есть опять под вершинку и под перемычку. 1, далее 2. И таким образом до конца ряда. Итак, провязали первый ряд тела. Вот у нас получается вот такая спинка уже, да. И сейчас мы ее будем обвязывать и сразу вязать вот эту нижнюю часть лошадки. Вот эту, до ножек. Начинаем вязать опять с 4 столбиков без накида. Раз, 2, 3 и сюда 4-й столбик 4. То есть я вяжу опять-таки в раскол, да, вы, если вяжете не в раскол, то просто под 2 петельки провязываете столбик. Опять-таки вы можете, если хотите лошадку побольше, но при этом в такой же технике, просто берете крючок побольше размером, и у вас получится больше лошадка, соответственно. Подбирайте все под свою плотность вязания. И теперь нам нужно провязать 1, 2, 3 столбика с этой стороны, 3 столбика 1, 2, 3 с этой стороны и по 2 столбика в угловые, вот эти с 2 сторон, крайние петельки. Но мы будем вязать с этой стороны таким образом, чтобы у нас получилось тоже как бы в раскол. То есть мы будем вязать, захватывая вот эту петельку и первую петельку нашего столбика. То есть 1 и 2. Вяжем 1 столбик, затем вяжем за одну петельку и за воздушную петлю 2 столбик, опять за полупетлю столбика и за воздушную петлю 3. Провязали 3-й столбик. И в 4-й столбик теперь мы вяжем таким же образом, только 2 столбика. 1, 2. Вяжем 1 столбик и 2 столбика. Вяжем как бы прибавку, да? Да. И теперь уже опять-таки под вершинку и под перемычку, только с другой стороны мы вяжем 5 столбиков. То есть 2 крайнюю петельку, да, в крайний столбик, и еще 1, 2, 3. То есть под вершинку и под перемычку. Раз. И 2. И еще 3 столбика до основания шеи.
Раз. Под вершинку и под перемычку. 2. И 3. Под вершинку и под перемычку. Обвязали, да, спинку. И теперь нам нужно еще в основании шеи, да, провязать оставшиеся 10 столбиков. То есть мы опять-таки здесь провязали 1, 2, 3, 4, обвязали. И теперь еще 10 до конца ряда. То есть вот у нас был первый, да, после спинки. То есть мы его провязываем таки под вершинку, да, и надо найти перемычку. Аккуратно. Перемычка. Провязали. Первый и еще 9 до конца ряда. Так, провязали второй ряд тела, да, и далее мы должны сделать в следующем ряду еще 2 прибавки. То есть на данном этапе у нас провязано по всей окружности, да, с учетом вот этой части 24 столбика. В следующем ряду мы вяжем еще 2 прибавки, вот в этот столбик, да, и вот в этот столбик, то есть на торце спинки нашей. И в конце ряда у нас должно получиться будет 26 столбиков. Так, опять переставляем маркер. Вяжем 8 столбиков без накида до первой прибавки. То есть раз. Да, маркер сразу вешаем. Два. 3, 4. Это мы связали в основании еще как бы шеи, да, 4 столбика. Далее мы вяжем еще 4 столбика без прибавок уже по спинке. Раз. 2. 3, 4. Далее мы вяжем зеркально 2 прибавки в крайний столбик на одной стороне спинки. Прибавку вяжем 1, 2 столбика и еще 2 столбика, то есть прибавку следующий столбик уже на другой стороне спинки. Раз и 2. И далее вяжем 1, 2, 3, 4 столбика по спинке и 10 до конца ряда. Раз, 2, 3, 4 и так до конца ряда. Итак, я провязала 3 ряда по спинке. На данном этапе у меня по окружности всего провязано 26 столбиков. И теперь нам нужно еще 3 ряда провязать просто по спирали по кругу без прибавок. И затем уже мы будем вывязывать ножки лошадки. Сейчас я провяжу по спирали за кадром эти 3 ряда и встретимся с вами уже на этапе вывязывания ножек и всех остальных деталей нашей лошадки.
Итак, я довязала до конца тело лошадки. Последние 3 ряда провязала без прибавок. На данном этапе у нас должно по окружности получиться, напоминаю, еще 26 столбиков без накида. Я отпарила уже на данном этапе полностью полотно. Попробовала придать уже предварительно лошадке необходимую форму, да, той части, которую я связала. И в следующей части мастер-класса мы будем вывязывать ножки лошадки, хвостик, ушки и все вот эти ее мелкие детали. Все подробные расчеты по первой части мастер-класса я оставила в описании под этим видео. Вторую часть мастер-класса смотрите в следующем отдельном видеоуроке здесь у меня на канале. Выложу его буквально сегодня-завтра. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить выход второй части мастер-класса. Ну, а если вам не терпится связать лошадку прямо сейчас, уже сегодня, то я вас приглашаю в свой телеграм-канал. Там уже доступны абсолютно все видеоуроки по вязанию этих 2 лошадок. Ссылочку на телеграм-канал тоже оставлю в описании под этим видео. Там, кстати, регулярно выходит полезный контент. И кроме мастер-классов по лошадкам, там есть еще несколько бесплатных мастер-классов, которых еще нет на YouTube-канале и, возможно, даже не будет, поскольку я не все материалы дублирую в YouTube, те, которые у меня есть в Телеграм-канале. И, собственно, в Телеграм-канале мои подписчики самые первые узнают все горячие новости. В Телеграм-канале проходят регулярно розыгрыши, различные акции, скидки на мои платные мастер-классы. Поэтому я всех вас приглашаю в свой Телеграм-канал. Подписывайтесь, не пожалеете. Ну, а здесь с вами на канале мы встретимся уже во второй части видеоурока по вязанию лошадок. Это будет уже совсем скоро, поэтому не переключайтесь. Всем спасибо за внимание. Всем пока.